Всем привет! Меня зовут Люба, вы на моем канале о вязании. Сегодня мы будем вязать вот такую красивую сумочку. Вяжется она спицами, и вот эта декоративная косичка вяжется только она одна крючком. Закрывается на магнитную кнопочку. Для вязания такой сумки нам понадобится один моток трикотажной пряжи, толщина 7-9 миллиметров. Также нам потребуются спицы номер 6. Можно взять и меньшего номера, например 5 либо 5,5. Понадобится нам дополнительная спица. Также нам понадобятся ножницы, как обычно, и крючок для обвязки. У меня номер 6. В моем случае я использовала кольца-карабины и цепочку. Если у вас есть какая-то красивая кожаная фурнитура, либо из кожезаменителя, можно тоже ее использовать. Ширина сумочки 26 сантиметров примерно, высота примерно 20 сантиметров. Начинаем вязать. От клубка мы отматываем примерно 70 сантиметров свободный кончик. И набираем петли на одну спицу. Можно, кстати, набирать и на две. На одну спицу мы будем набирать, не затягивая эти петли. Я покажу способ, которым обычно набираю я. Если вы знаете какой-то другой способ, вяжите тем способом, которым вам удобно. Итак, я покажу медленно. И надеваю петлю. Все, немного подтянула. Сейчас свободный кончик у нас остался за работой. Нить от клубка перед работой. И набираем еще 18 петель. То есть итого у нас будет 20 петель на спице. Так, еще 18 петель набираем на спицу. Не затягивая сильно. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Набрали 20 петель на одну спицу. И начинаем вязать первый ряд. Первую кромочную петлю первого ряда обычно снимают. Я ее обычно провязываю. Первую петлю я провязываю. Во всех остальных рядах первую кромочную петлю я буду снимать. И начинаем узор. Первую петлю провязываем за правую стенку лицевой. Провязали. Делаем накид на левую спицу и снимаем петлю вместе с накидом. Готово. Следующую петлю провязываем за правую стенку лицевой. Делаем накид на левую спицу и снимаем, не провязывая с левой спицы петлю и накид. Снова лицевая. Снова накид на левую спицу. И вместе с непровязанной петлей мы снимаем на правую спицу. Продолжаем до конца ряда провязывать то же самое. Провязываем лицевой и следующую снимаем с накидом, не провязанную. Лицевая за правую стенку. Делаем накид на левую спицу и непровязанную петлю снимаем. Как понять, правая это стенка или левая? То есть вот смотрите, вот ее внешний вид петли. Вот он. Вот так ее не видно, конечно. Вот так получается, это левая, вот эта левая стенка, это правая. Мы провязываем за правую. Готово. Снова делаем накид, снимаем непровязанную петлю. Лицевая, накид не провязываем, лицевая, накид не провязываем, лицевая, накид снимаем и последнюю петлю я провязываю, кромочную последнюю петлю лицевой. Все.
Первый ряд у нас провязан. Мы провязывали сейчас изнаночный ряд. Сейчас мы будем провязывать лицевой ряд. Итак, вяжем второй ряд. Сейчас мы будем провязывать лицевой ряд. Первую кромочную петлю мы снимаем. И дальше у нас следует снятая петля с накидом. Вот эту снятую петлю мы провязываем лицевой. Накид переснимаем просто на правую спицу. Дальше провязываем вот эту петлю лицевой. Дальше у нас идет парочка петля с накидом. Мы вот обычную петлю провязываем, а накид просто переснимаем. Снова провязываем лицевую петлю, а накид мы просто переснимаем. Снова лицевую, снова парочка у нас петля с накидом, петлю мы провязываем лицевой, накид переснимаем. Дальше у нас идет одинарная петля, мы ее провязываем лицевой, парочка петля с накидом, петлю провязываем, накид переснимаем. Снова одинарную провязываем лицевой, из парочки петля с накидом, провязываем петлю, накид переснимаем. Снова петлю провязываем одинарную лицевой, парочку петля с накидом, петлю мы провязываем лицевой, накид снимаем. Лицевая, накид переснимаем, лицевая, накид переснимаем. И конец ряда. У нас осталась одна одинарная петля и кромочная. Одинарную мы провязываем лицевой и кромочную провязываем тоже лицевой петлей. Все, мы провязали лицевой ряд. Я возьму маркер, чтобы пометить лицевой ряд, чтобы для тех, кто путается пока в рядности, лицевом и изнаночном, чтобы было понятно, что это лицевой ряд. Разворачиваем вязание. Развернули вязание и продолжаем. Первую петлю мы снимаем кромочную. И сейчас будем провязывать так. У нас сейчас на левой спице одна одинарная петля и пара петля с накидом. Вот он накид. Кромочную сняли. Одинарную петлю мы переснимаем с накидом. Нить рабочую накидываем на левую петлю и переснимаем, не провязывая. А вот эту пару петля с накидом мы провязываем лицевой. Готово. Снова одинарную мы провязываем. Снова одинарную мы переснимаем с накидом. А вот эту сдвоенную петлю, петля с накидом, мы провязываем лицевой. Снова делаем накид на левую петлю и переснимаем одинарную петлю. А сдвоенную вот эту петельку, петля с накидом, мы провязываем лицевой. И так далее. Одинарную переснимаем с накидом, сдвоенную провязываем лицевой. Одинарную снимаем с накидом, сдвоенную провязываем лицевой. Одинарную с накидом, сдвоенную провязываем лицевой. И так до конца ряда. И заканчиваем ряд. У нас осталась одинарная петля, сдвоенная петля с накидом, то есть петля и накид, и кромочная. Одинарную мы переснимаем с накидом, сдвоенную провязываем лицевой и кромочную мы провязываем лицевой. Все.
Готово. Разворачиваем вязание. Развернули вязание. Первую кромочную мы снимаем. И сейчас будем повторять. В начале ряда у нас образовалось 2 провязанные петли и 1 накид. То есть 1 одинарная петля и вот опять эти сдвоенные петли с накидом. Сдвоенная не получается. Сейчас мы будем провязывать вот эту одинарную лицевой. Готово. Следующую мы провязываем лицевой. Мы сейчас провязываем лицевой ряд. Вот вы видите маркер, это обозначение лицевого ряда. И накид мы переснимаем. Снова одинарную петлю мы провязываем лицевой за правую стенку. Следующую мы провязываем лицевой за правую стенку, а накид переснимаем. Далее лицевая, лицевая, накид переснимаем, лицевая, лицевая, накид переснимаем. И так до конца ряда. Накид переснимаем, лицевая, лицевая, накид переснимаем, снова лицевая, лицевая, накид переснимаем, лицевая, лицевая, накид переснимаем, лицевая и заканчиваем ряд. Лицевую провязываем, накид переснимаем и кромочную провязываем лицевой. Все, провязали лицевой ряд. Сейчас мы провязали 4-й ряд. 4-й ряд у нас лицевой. Разворачиваем вязание и повторяем все то же самое. Кромочную снимаем. Сейчас у нас на левой спице сдвоенные петли и одинарные. Сдвоенные, одинарные. Сдвоенные мы провязываем лицевой, обе петли за правую стенку. Лицевой провязали, а одинарную мы снимаем с накидом, не провязывая. Сдвоенную провязываем лицевой, одинарную снимаем с накидом. Сдвоенную провязываем лицевой, одинарную переснимаем с накидом. И так до конца ряда. Заканчиваем ряд. У нас 5-й ряд заканчивается одинарной петлей. Мы ее переснимаем с накидом, то есть делаем накид на левую спицу и переснимаем. И кромочную мы провязываем лицевой. Готово. Начинаем вязать мы лицевой ряд. 6-й, кромочную мы снимаем. Петли мы провязываем лицевой, а накиды переснимаем на правую спицу. Петли провязываем лицевой, накиды переснимаем. И так до конца ряда. Накид переснимаем. Лицевая, лицевая, накид переснимаем. Лицевая, лицевая, накид переснимаем. Заканчиваем 6-й ряд. Он у нас заканчивается лицевой петлей, и кромочную мы провязываем лицевой. Лицевой ряд провязан. Разворачиваем. И сейчас будем повторять изнаночный ряд. Кромочную снимаем. Одинарную петлю мы будем переснимать с накидом, не провязывая. А вот эти вот сдвоенные петли, одна провязанная петля и накид, мы будем провязывать лицевой. Итак, одинарную петлю мы переснимаем с накидом, снимаем, делаем накид, пересняли. А вот эту сдвоенную мы провязываем лицевой. Снова делаем накид,
переснимаем, не провязывая. И вот эту петлю накид мы провязываем лицевой. Снова делаем накид, переснимаем, не провязывая. Петлю накид провязываем лицевой. Переснимаем, петля накид, петля накид, лицевой. Одинарную переснимаем, петля накид, лицевой. Одинарную переснимаем с накидом, пару петля накид, лицевой. Переснимаем, пару петлю накид, лицевой. И кромочную мы провязываем лицевой. Все. Изнаночный ряд мы провязали. И еще один ряд я провяжу вместе с вами. Все остальное до нужной высоты вы будете провязывать самостоятельно. Первую петлю мы снимаем, кромочную. С лицевой стороны у нас есть провязанные, вот они, 1-2 петли и накид. Снова 1, 2, накид. Провязываем лицевую пару, из пары петля накид мы провязываем только лицевую. Накид переснимаем. Снова лицевая, лицевая, накид переснимаем. Лицевая, лицевая, накид переснимаем. Лицевая, лицевая, накид переснимаем. Рисунок довольно быстро запоминается. Если кому-то сложно освоить этот узор, сделайте замедление в настройках к видео. Можно замедлить это видео, и вы поймете, как этот узор провязывается. Снова лицевая, лицевая, накид и кромочная лицевая. Все. Провязали лицевой ряд. Это 8-й ряд у нас сейчас провязан. Сейчас довязываем эту деталь до нужной вам высоты. Я считала не по рядам, а по галочкам. Начинаем с самой нижней. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. То есть 9 вот этих галочек, начиная вот с этого самого нижнего ряда, у вас должно получиться. И встретимся в самом конце, я покажу, как закончить эту деталь. Деталь мы практически довязали. На данный момент у меня провязано 34 ряда. Я закончила тем, что провязала лицевой ряд. Лицевой ряд у меня 34. Как посчитать, какое количество рядов вы провязали, если вы вдруг сбились и вам нужны 2 одинаковые детали, вот 2 такие детали? Мы переворачиваем на изнаночную сторону, это лицевая, это изнаночная, и считаем вот эти вот горизонтальные ряды. Первый вот наборный ряд мы не берем во внимание, начинаем со второго. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 рядов у нас имеется с изнаночной стороны, и мы их умножаем на 2. То есть на данный момент мы провязали 34 ряда. Так как это не обычная лицевая гладь, а узор соты, вот в каждом таком ряду скрывается 2 ряда. Ну так, по-простому, если сказать, то вот в этом узоре мы считаем вот каждый ряд с изнаночной стороны и умножаем на 2. То есть 34 ряда. Я специально проверяла, каждый ряд записывала. В итоге 34 ряда и получилось. Завершаем эту деталь. Переворачиваем на изнаночную сторону. И сейчас мы будем заканчивать это вязание. Кромочную петлю, как обычно, снимаем.
И сейчас мы будем провязывать изнаночными. Все петли будем провязывать изнаночными. Одинарную провязываем изнаночной, а пару петля и накид мы будем провязывать 2 тоже изнаночной. Одинарную изнаночной и пару петля накид обе провязываем изнаночной. Одинарную изнаночной и пару петля накид за обе. Вот так мы заводим. Вот так мы заводим спицу и провязываем изнаночной. Одинарную изнаночной, пару тоже изнаночной. И так до конца. Последнюю петлю я также провязываю изнаночной. Сейчас нам нужно связать еще одну такую деталь, состоящую из 35 рядов, то есть 34 узора, 34 ряда узора сотами, и последний 35 ряд, завершающий, вот он, мы его провязываем изнаночными. Соединять эти детали мы будем с открытыми петлями. Мы довязали 2 детали, вот одна и вторая. Сейчас нам нужно спрятать кончики от наборного края. Мы их прячем с изнаночной стороны. Втягиваем этот кончик и протягиваем в том месте, где удобно. Если кончики получились слишком длинные, их можно просто отрезать. Для соединения деталей крючком я возьму крючок номер 6, можно взять номер 7 или даже 8. И берем 2 детали и соединяем их изнаночной стороной вовнутрь. Соединили 2 детали лицевой стороной наружу. Находим нить от одной детали. Мне удобнее, чтобы нить шла от верхней детали. Вот она у нас конец вязания. Отсюда отходит нить. От другой детали нить отходит с противоположной стороны. Мы соединяем ровно детали. Вот у нас открытые петли. Вот одна, вот вторая открытая петля. Мы опускаемся на косичку ниже. Вот она у нас косичка сразу под петлями. Вставляем крючок в серединку этой косички. Хватаем одну полупетлю, полукосичку. И у второй детали тоже захватываем. Вот она, половинка. Это вот косичка. Мы захватываем одну косичку. Получается снизу вверх. Захватываем рабочую нить и вытягиваем ее. Сейчас захватываем снова одну полупетлю нижней детали и полупетлю снизу вверх верхней детали, захватываем рабочую нить, вытягиваем и протягиваем через петлю, которая уже у нас на крючке. Снова захватываем следующую косичку, одну полукосичку, вторую полукосичку снизу вверх и протягиваем. И через имеющуюся петлю на крючке мы ее протягиваем. Снова через одну полукосичку, через вторую и провязываем. Вот эту косичку не нужно сильно натягивать. Если мы будем ее слишком плотно вязать, сумочка у нас получится стянутая. И снова продолжаем за одну полупетлю, за вторую полупетлю и протягиваем, провязываем. И то же самое проделываем до конца боковинки сумочки. Довязали до конца боковинки. У нас остается еще одна петля. Мы провязываем за одну полупетлю, за вторую полупетлю. Протягиваем. И сейчас будем провязывать сам низ сумочки. Мы берем вот за эту внешнюю полупетлю. Здесь нет косички, это петли от наборного ряда. Берем одну полупетлю и другой детали и захватываем тоже за вот эту вот боковую петельку другой детали и протягиваем также такой же косичкой. Вот эту боковую петельку, находим такую же боковую петельку другой детали
И захватываем рабочую нить и также провязываем косичку. Снова следующую вот эту боковинку другой детали протягиваем, провязываем. И так до следующего угла сумочки. Вот она, следующая боковинка, следующая. Вот так получается. Заводим сначала крючок в нижнюю деталь, потом в верхнюю, тем же самым способом. Еще раз покажу. Вот за одну и за вторую. И также провязываем. Снова косичка, косичка и провязываем. Вот у нас осталась последняя косичка. Одна и вторая. Протягиваем. Все, и оставляем эту петельку. Она нам будет нужна сейчас для провязывания. Вот эта последняя петелька, которая у нас осталась при завершении обвязки, вот при завершении косички, она нам сейчас понадобится в работе. Мы ее поддеваем спицей номер 6. И сейчас с дополнительной спицы, у меня это 4, мы переснимаем вот эти петли в круговую. То есть нам нужны обязательно круговые спицы. Вот эти вот со второй детали, которые у нас были пересняты на спицу меньшего диаметра, мы переснимаем снова все петли на спицу номер 6. Так, и вот эта петля от обвязки. Сейчас у нас спица находится в нужном направлении. Нам нужна сейчас будет вот эта нить рабочая. А вот эту нить с дальней детали мы сейчас отрежем и спрячем с изнаночной стороны. Ножницы берем, отрезаем и прячем вот эту отрезанную ниточку с изнаночной стороны. Сначала нам нужно ее закрепить хорошенько. То есть я сделаю вот такой вот узелок. Сначала закреплю. Сейчас будем делать верхнюю часть, провязывать верхнюю часть сумочки. Вот эту лицевую гладь в круговую. Нам нужно будет провязать 9 рядов. И потом я покажу, как сделать вот эту обвязку. Сейчас у нас на спицах 41 петля по 20 петель с основных деталей. Одна петля образовалась при соединении двух деталей. Вот она, эта петля. С другой стороны нам нужно будет провязать 42 петлю. Итак, начинаем обвязку. Начинаем вязать лицевые ряды. Просто провязываем все петли лицевыми. Довязали до следующего угла сумочки. Вот я последнюю петлю провязываю. Началась обвязка двух деталей, да, соединение двух деталей. И здесь нам нужно сейчас вывязать еще одну петлю, чтобы у нас на спицах было 42. Так. Это место у нас потом его не будет видно, потому что здесь у нас пойдет косичка обвязки. И продолжаем вязать лицевой гладью по кругу. Я провязала один лицевой ряд по кругу. Все, он провязан. Нам сейчас нужно провязать еще 8 таких лицевых рядов, также по кругу. Начинаем второй ряд лицевой глади. И также провязываем по кругу еще 8 рядов. Всего должно быть лицевой глади, лицевых рядов 9 рядов. Так, мы довязали 9 рядов. Эти петли закроем обычным способом. Для этого нам нужно будет поменять местами петли.
Снимаем первые 2 петли и меняем их местами, чтобы стенки, правые стенки каждой петли смотрели за работой. То есть вот она правая стенка и вот она правая стенка. Вставляем спицу в 2 петли, которые мы развернули, провязываем их лицевой и перенадеваем эту петлю на левую спицу. Важный момент. Когда мы закрываем петли, не затягивайте эти петли сильно. То есть я, видите, даже ее так вот расслабила, чтобы у нас не стянуло сумку. Разворачиваем. Можно несколько сразу петель развернуть, поменять их местами. Перенадеваем первую провязанную закрытую петлю. Снова вдеваем в 2 петли спицу, провязываем лицевой и протягиваем. Не забывайте послабже. Вот эту петельку, видите, я как ее вытянула. Снова перенадеваем на левую спицу. Снова вставляем спицу в 2 петли, провязываем ее лицевой, подтягиваем ее, чтобы она, видите, косичка была такая более рыхлая получалась. Вставляем спицу, провязываем ее и подтягиваем. Я пальцами помогаю вытягивать эту петлю подлиннее. Я подошла к концу и закрываю последние 2 петли тем же способом. Вот, видите, я закончила. У меня как раз остался небольшой остаток нити, небольшой кончик. Я выдергиваю нить. Берем крючок. Можно взять номер 6, можно взять поменьше. Я взяла 4,5. И сейчас мы красиво завершаем наше вязание. Вставляем крючок вот в эту косичку, самую первую закрытую. Вот у нас не в эту, не вот в эту, это последний ряд. А вот сюда вставляем под обе половинки косички крючок и захватываем рабочую нить и вытягиваем ее всю. Все, вытянули нить, и сейчас с изнаночной стороны мы должны вот в эту конечную косичку мы должны просунуть крючок и зацепить нашу рабочую нить. И также вытянуть ее. Основная часть работы у нас завершена. Сейчас мы будем делать подворот. Вот так вот. Будем оформлять верхушку сумки. Берем крючок номер 6. Можно взять даже крючок номер 7. Даже можно взять номер 8. Ну, я возьму 6. Итак, мы находим сейчас последний ряд вязания узора соты. Вот, он у нас, вот обратите внимание, как он выглядит. Вот этот накид, видите, он где проходит? Вот в этой косичке. И мы сейчас должны дойти вот до этого места, откуда у нас выходит нить. Вот, нашли последний, где у нас накид спрятан в этой косичке. Вот, 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 вот. Нашли как раз, вот отсюда выходит у нас нить. Вот он, этот столбик с косичками. И в этот последний ряд мы вставляем крючок. Вот прямо в середину. Вот у нас на изнаночной стороне крючок. И мы цепляем рабочую нить. Зацепляем, чтобы было видно. Зацепляем рабочую нить и вытягиваем ее на лицевую сторону. Вот она. В самом начале нужно быть очень и очень внимательной и хорошо затянуть, соединить вот эти 2 детали. Вот эту лицевую гладь нам нужно максимально друг к другу привязать, как бы сшивая. Видите? Я хорошо соединила. Так, находим следующую косичку. Вот она, следующая, вот она, вот она.
Вставляем также крючок. Обратите внимание, он у меня вышел тоже на изнаночную сторону. И в следующую косичку, в следующую, вот она, мы вставляем крючок, получается, с другой стороны. Вот она косичка, видите? Вставляем крючок, получается, в обе детали. Получается, вот в обе части, с лицевой стороны крючок у нас проходит и с изнаночной стороны. Захватываем рабочую нить и протягиваем ее на лицевую сторону. И протягиваем через петлю, имеющуюся на крючке. Важный момент. В этот момент вот эти детали должны быть плотно сомкнуты друг к другу. Прямо плотно-плотно. Но вот эту косичку нам нужно вязать достаточно свободно. То есть не затягивая. Первую косичку мы немножко подтянули, затянули, чтобы нам соединить вот эти вот этот подгиб. Сейчас мы будем вязать чуть расслабленно, чтобы не стягивать вход в сумку. Находим следующую косичку, вот она. Вставляем крючок, крючок на изнаночной стороне. Так, вот, на изнаночной стороне. Находим следующую косичку обвязки, где у нас закрытые петли. Вставляем крючок. Видите, вставили. Захватываем рабочую нить с изнаночной стороны и вытягиваем ее на лицевую. И провязываем через петлю на крючке. Вот так у нас получается. Сейчас я уберу маркер. Он не мешает. Маркером я обозначала начало ряда. И продолжаем так провязывать до самого конца. Снова находим соседнюю петлю. Вот соседний вот этот столбик из косичек, вот он у нас, видите, как раз все правильно мы идем. Вот он, накид от узора соты. Вставляем сюда крючок. Крючок выходит на изнаночной стороне. Вставляем этот крючок в следующую косичку, вот в следующую. Вставили. Захватываем рабочую нить. Вытягиваем на лицевую сторону. Хорошо вытягиваем. И провязываем через петлю на крючке. Вот посмотрите, какие петельки обвязки у меня получаются. Достаточно вытянутые. Сильно затягивать их не нужно. Подтягиваем немножко эту петлю. Где она такая вытянутая. Находим следующую косичку. Вот она. Крючок оказался на изнанке. Снова находим следующую косичку обвязки. Так, захватываем рабочую нить, вытягиваем на лицевую сторону и провязываем через петлю на крючке. Вот к этому месту мы будем потом пришивать подклад. Довязываем самостоятельно и встретимся уже вот в этом месте в конце обвязки. Я свою обвязочку практически завершила. Осталось доделать 2 косички. Итак, следующую мы вставляем крючок, находим следующую косичку. Так, также протягиваем на лицевую сторону. Сделать красивое завершение. С изнаночной стороны у нас осталась одна вот последняя косичка. Мы вытягиваем сейчас рабочую нить. Также красиво завершаем. Вставляем крючок снизу вверх в самую первую косичку обвязки. Протягиваем рабочую нить, вытягиваем ее полностью, вставляем крючок с изнаночной стороны в последнюю косичку и вытягиваем рабочую нить на изнаночную сторону. Мы завершили обвязку нашей сумочки. Вот здесь у нас остался хвостик рабочей нити и незаконченная последняя косичка. Сейчас мы крючок вставили в эту косичку, подтянем рабочую нить,
в эту косичку. И сейчас наша задача закрепить вот эту рабочую нить, чтобы вся эта... Измеряем. Получилась она в ширину 25 сантиметров. Это по крайним точкам выступающим. И высота сумочки получилась 19 сантиметров. Вот видно. Плотности вязания, от размера спиц, от толщины самой пряжи. Иногда пряжа бывает толще, иногда бывает тоньше, иногда сильно вытягивается, иногда она очень такая плотная. Поэтому и размер будет немножечко разный. То есть вот эта сумочка связана тоже из трикотажной пряжи. Но вот эту сумку я вязала спицами номер 7. Если вам понравилось видео, как связать такую сумочку, то обязательно поставьте лайк. Вот такой пальчик означает ваше одобрение. И подписывайтесь на мой канал. Таким образом я буду знать, что мои видео вам интересны, и буду стараться снимать еще много новых интересных мастер-классов. До новых встреч!